Приветствую, друзья, приветствую сообщество. Сегодня я бы хотел с вами на результатах теста по резу каната поговорить о результатах ножа «Русский доктор Смерть Карбон». Это плод сотрудничества Тома Мая, американского ножедела, и мастерской братьев Широгорова из нашего города Ярославля. Ножик это лимитка. Их было, по-моему, в 2016 году выпущено 200 экземпляров, 100 для продажи в США в рамках проекта и 100 для продажи у нас в стране. Даже в тот момент купить его, именно просто пойти и купить было нельзя. Это была лотерея, нужно было выиграть место, собственно говоря, в листе ожидания. И если ты выиграл место, оплатив на тот момент, это было, по-моему, $1200 США по курсу, можно было, собственно, приобрести нож. Я в это вникаю настолько глубоко, чтобы было понятно. Я думаю, после Ультротек это понятно стало большинству, но сейчас, я думаю, станет понятно всем, что когда некие эксперты, да, особенно в комментариях, вот есть люди, которые пишут вот такое утверждение, это 100% полочник, никто этим не пользуется, вот, как этим не пользуются. Друзья мои, это ересь, пользуются и не такими. Просто, скажем так, это в широкий круг, широкое освещение не попадает, не столько ввиду того, что людей, которые этим пользуются, меньше, сколько ввиду того, что самих ножей очень мало. Ввиду редкости и востребованности, в том числе и на вторичном рынке, естественно, чаще всего коллекционная ценность перевешивает. Но считать, что ножи в высокой ценовой категории не попадают на карман, не работают, не ездят с людьми на отдых, в командировку и так далее, это, мягко говоря, заблуждение. Акцентировал я на этом в том числе и потому, что, мне кажется, не все понимают. Все ножи, которые вы видите на тестах, это ножи, предоставленные либо сообществом, либо сообществом. Производители в 99% случаев не заинтересованы в тестировании собственной продукции от слова совсем. О том, чтобы оплатить, не знаю, материалы, канат или работу по тестированию, производители, ребята, за 6 лет моей работы на YouTube такого не было никогда. Вообще. То есть все, что вы видите, это все происходит исключительно усилиями меня лично и сообщества в рамках предоставления ножей. Все. Надеюсь, в этом мы ясность несли. Однако, я почему на этом так акцентирую? Потому что ножик, помимо своей редкости и помимо своей стоимости, представляет еще интерес в ряде аспектов. Давайте сразу с результатов. 185 резов на сантиметр. Много это или мало? Ну, на первый взгляд, да, насколько, вы знаете, насколько вот это можно правильно сформулировать, результат в целом-то средний. То есть это не провал, безусловно, это, безусловно, не низшая лига, это уже приятно. Но в рамках и масс-маркета, в том числе и не масс-маркета, мы выявили результаты выдающиеся, более серьезные, примерно такие же, более слабые и так далее. То есть прям поражающим воображение, на первый взгляд, результат не назовешь. Но почему я на этом все-таки так акцентирую? Первое. Сталь на клинке – это Vanax 37. Что такое Vanax 37? Продукция Бёллер Руденхольм конкретно, это, по-моему, их шведское отделение. Ребят, ну если очень просто, в одной фразе, Vanax 37 – это азотированный Elmax. То есть это фактически Elmax, которым большую часть угля принял на себя как резательный компонент, если можно вот так грубо это сформулировать, принял на себя азот. И интерес именно в этом, потому что все те люди, которые активно используют ножи с современными сталями, знают, что да, в рамках среднероссийского, достаточно сухого климата М390 в толковой обработке чаще всего не покажет ни питинга, ни коррозии, ничего подобного. Будет нормальная вполне эксплуатация, не будет никаких проблем. Но в рамках среднероссийского климата. Если есть, скажем так, неаккуратный финиш достаточно качественный, чем грешат очень многие гранды, в том числе так называемые, ну и, естественно, наши друзья соли в том числе. И если это влажный климат, то там может быть интересное. Плюс не только М390 существуют разные стали. Так вот, азотистое направление, если можно так выразиться, это путь в страну нержавеек, в страну кастрюль.
Только тех кастрюль, которые можно точить, нужно точить, и получается интересный результат. Потому что, насколько я понял по отзывам, исходя из теоретических предпосылок, да и практического какого-то опыта, Vanax это конкретно вот такая кастрюля в хорошем смысле этого слова, то есть она не ржавеет. Но при этом питинг определенного рода присущий этим металлам, но об этом надо говорить отдельно. И главным образом это, на мой взгляд, предмет и теоретических, и исследований компаний, и практических каких-то опытов. А так как сталька очень редкая на массовом рынке, то пока мы только приоткрываем этот момент. Но мне сталька очень интересна именно в этих рамках. Так вот, исходя из этого, исходя из того, что это все-таки зубодробительная нержавучесть на фоне некой достойной, скажем так, абразивной износостойкости, Vanax показывает интересный результат. Но это еще не все. Я думаю, вы видите по самому силуэту, скажем так, по конструкции ножа, потому что здесь полнокарбоновая плашка, есть выборки, помимо отверстий, есть еще и выборки, то становится ясно, что одним из основных элементов при изготовлении ножа, является его упор в легкость, в малый вес. И действительно, я не мерил точно, но нож очень легкий. Нож, вот когда ты берешь его в руку, он ощущается абсолютно игрушечным. С учетом того, что канатный тест это очень серьезный тест, очень серьезный в плане нагрузок именно на все узлы, на замковую часть в том числе, в плане износа, в плане расхлябанности будущей и так далее, ножик показал себя вот именно в этом плане очень и очень приятно. То есть ты не ожидаешь от настолько легкой, изящной конструкции, а это в какой-то степени действительно легкая, изящная конструкция, при, кстати, вполне полноразмерном клинке, а ты не ожидаешь такой прочности, такой надежности, что ли, в ощущениях. То есть, когда ты режешь, у тебя нет ощущения, что у тебя в руках что-то гуляет, скрипит, как это было, допустим, с баком, как это было с 440-й Вимилькой и так далее. Там с замочком были какие-то небольшие сложности. Но опытному человеку сразу становится понятно, что на такой толщине, как это покажет себя в эргономическом плане. И вот, кстати, Cold Steel я сюда положил не просто так. Если кто забыл, Cold Steel Code 4 я снял с теста именно потому, что он просто изнасиловал мне ладонь. Толщина клинка вот в этом месте, 9 миллиметров, она привела к тому, что как-то работать им нереально. Там помимо того, что здесь 9, еще и, условно говоря, вот эти все места сделаны прекрасно, просто великолепно. То есть все это в совокупности дало такое, что я в первый раз, сколько себя помню, абсолютно нормальный тест просто выключил, потому что идет постоянная борьба. И эта борьба, ты не понимаешь, у тебя ножик уже сдает, или это у тебя просто вот это нормальная ситуация. Так вот здесь рукоять, я не знаю, будет видно или нет, она скажем так, немножко вот такая. Так вот в тонких местах это 9,6 мм. Это как раз тот случай, когда доли миллиметра решают. Нет, не только в этом дело. Ножик эргономически показал себя с точки зрения всей конструкции, всех нюансов просто прекрасно. Он вырубал руку, он наминал пальцы, все он делал. Так делает любой нож. Идеальная эргономика встречается крайне редко, и идеальная эргономика никогда, я подчеркиваю, никогда не будет коррелировать с толщиной, с маленькой толщиной, а как следствие легкой посадкой на карман и как следствие легким весом. Совместить это вместе очень тяжело. И опять же, здесь наглядное преимущество правильно выполненной рукояти. Я к чему это веду? Что сама по себе толщина, она многого не дает. Если рукоять выполнена правильно, даже если рукоять тонкая, даже если форма ножа, форма клинка, она, в общем-то, не предрасполагает к определенному типу реза. Но если это сделано грамотно, то работу можно будет делать. И русским докторам смертью карбоновым версий это делать можно. И это очень приятно. Поэтому, на мой взгляд, я бы хотел сакцентировать внимание именно на вот этом факторе. Потому что, естественно, здесь будут люди говорить о том, что тут одни деньги, тут совершенно другие деньги. Ребят, деньги, на мой взгляд, в стоимости ножа это всегда два основных фактора. Востребованность, доступность. Если два этих фактора жестко не сходятся друг с другом, мы об этом, наверное, будем как-нибудь говорить, может быть, в каком-то
в каких-то записках на полях, да, но если эти два фактора не сходятся жестко друг с другом, то будет либо удар вниз, либо удар вверх. Здесь речь все-таки о дизайне и о логике изготовления. И вот это, спасибо Тому Мая, спасибо мастерской из Ярославля. Кстати, к чести мастерской могу сказать, что оригиналы Тому Мая я тоже точил. И, все-таки разные технологии, разное время. Оригиналы они попроще чуть-чуть. Все-таки Cold Steel, вот это яркая иллюстрация, конкретно этот код FOR, насколько можно не проработать эргономику и, соответственно, проработать в данном конкретном случае. Вот такие выводы по результатам этого теста. Почти забыл. 0,35 сведение после 36 градусов на клинке. Спасибо за просмотр. Пока.